Второй день охоты в Испании. Сегодня проснулись в приподнятом настроении духа. Вчера был прекрасный день, такой тяжелый, трудовой. Прошли мы, как выяснилось, около 15 километров пешком. Столько же примерно проехали на машинах. Да, постигла нас неудача с первыми выстрелами, потому что торопились на охоту, отнеслись халатно к приведению оружия к бою. И на расстоянии там 350-400 метров, даже при введении поправок, пуля уходила все равно ниже. В общем, думали, что уже не удастся нам добыть наш трофей, но тем не менее удалось нам подойти ближе к зверю. Но там уже шансов не было, на 100-150 метров стреляли. Трофей взят, наш козерог Гредос добыт. По темну возвращались в гору, в 10 часов только подошли к машинам, такой путь был тернистый. Все закончилось хорошо, благополучно. Сегодня у нас план такой. Сейчас мы переезжаем на Серну, но прежде чем ехать на Серну, все-таки я настоял на том, чтобы еще раз заехать в тир. Мы сейчас отнесемся очень ответственно к оружию, к прицелу, сделаем выстрелы на 100, на 200, на 300 метров. Я должен понимать, как вводятся в этом барабане поправки, потому что не хочется повторения вчерашней истории. В оружии, конечно, нужно быть уверенным. Поэтому мы сейчас выдвигаемся, пристреливаем оружие и едем на следующую локацию. До 10 часов, до полдесятого светло, поэтому мы надеемся, что сегодня еще полдня мы успеем поохотиться на Серну. Все, поехали. Группа направляется в исторический регион Кастилия на северо-запад Испании, где Антону предстоит добыть кантабрийскую серну. И, как уже убедилась группа охотников, с оружием что-то не так. Необходимо заехать в тир к одному старому знакомому. Приехали мы в тир. Тир небольшой, на 100 метров. Сейчас пробуем 2 карабина, не будем торопиться. Лучше потратим сейчас лишний час. Но будем убеждены в правильности приведения оружия к бою. Para 200 metros en blanco tiene que pegar 1 centímetro por encima en 5. Он просто сделал несколько выстрелов, и они кучно не ложились. Сейчас, говорит, еще раз попробуем, еще раз, чтобы ты пристрелял. Тир на сколько здесь метров всего? ¿A cuánto puede tirar el máximo? ¿A 100 metros? Bueno, a 100 metros, si quiere tirar 300, salimos fuera y tiramos a 300, no hay problema. Здесь максимум 100, но если хочешь, можем выйти. Ну давай, и на 300 давай. стрелять. Que tengo otros 4 aquí, no puedo sacar más que estos 8. Vea, ese primero es el que he pegado yo con el lar, no con el que tiró. Muy insensible. Мне не важно, кто до этого стрелял, мне нужно самому сделать выстрел на 100 метров, и потом сделаем на 300, поставим, мне нужно понимать, как вводить поправки. Vale, Сколько кликов на 300, сколько на 500. Que lo pega él algunos tiros, por ejemplo, a 100 metros, calculaba la torreta de Samuel, por eso a lo mejor él no entendía. Да, потому что я понимаю, что на 100 он пристрелит. Но ahora... дальше, когда вводил Самуэль поправки, мне непонятно, что он вводил. Я должен сам понимать. Самое главное, что понимал, пристрелил на 200 метров, если ты стреляешь первый выстрел на Я 50, понимаю. наверх. Я понимаю. Acabado, está bien. Yo a Antón le daría un clic para abajo. Он говорит, лучше сделать один клик.
Слушай, ну это- O lo quiere que se lo ponga a 100 metros y probamos. A 100. Хочешь попробовать на 100? Конечно. Смысл на 50 пристрелен. А, 7. Нужно Ну, пробовать ну. на 100. Он на 100 и был пристрелен. Я убедился. То есть мы стреляли на 100, он был пристрелен. Здесь вопросов нет. Для меня большой вопрос поправка. Она настраивается в зависимости от длины ствола и в зависимости от калибра, который здесь. Как оно здесь настроено? Я смотрю равное расстояние, равное количество кликов между, например, 200-300 и 300-400. Это очень редко так бывает. Очень редко. Просто я ее сам как-то настраивал. У меня целая программа, где ты вводишь патрон, ствол, и он тебе дает. Например, между 100 и 200 у тебя там 1-2 клика, между 2 и 3 у тебя там уже 6 кликов, между 3 и 4 там 12 кликов. Ну ты понял, снимается вся эта херня и настраивается отдельно каждая цифра. А здесь я смотрю, просто оно равноудаленно сделано как-то. Вот в этом я очень сомневаюсь. Поэтому нужно попробовать сделать это на 300 метров. Ну да, Будет ли он корректно Без поправки проблем, давай. вводить или нет? Давай Всё. сначала сделаем на 100, потом на 300. Ну, я буду стрелять, уйдите, Да, да. чтобы не оглушило. Я еще раз стрельну. Sí, alto tiene que pegar seguro. Он говорит, pegar, он должен, sigue. он на 100 метров он должен A выйти. 100 metros, Antón, a 100 metros sigue la bala subiendo, ¿comprende? Давайте я еще раз стрельну. Venga. Так же, да. Ну, по крайней мере, он кучно бьет. Здесь вопросов нет. Он говорит, на 100 метров еще патрон поднимается. Tiene que pegar un poco alto. Ну что, давай пробовать. Давай на 300 стрелять. Здесь угол, она может чуть выше пойти сейчас. Надо бинокль убрать, а то улетит. A ver. Смотри, а ты говоришь, блядь, на 200 пристрелено, блядь. Tiene que apoyar el codo para tirar. Давай, Apoyar давай el- еще раз. ¿sabes? Не, я выстрелил уверен. Я сам оружие пристреливаю уже много лет. Разные карабины, разные эти прицелы. Si se le mueve la mesa, se la calma. Это погрешно стрельбе, но глобально видно средняя точка пристрела. Антон, пусть он стрельнет один раз. Давай, пусть стреляет. Да он не пристрелен на 200 метров в ноль. Я сейчас его выведу на 200 метров в ноль. Вот сейчас. Он стрельнет сейчас точно туда же. Ну, плюс-минус там 2-3 сантиметра. Средняя точка. Вот эту точку ты поднимаешь. Нам нужно поднять там. Один клик сделать влево и раз, два, ну, 3-4 клика вверх. Эта же группа соберется вот здесь вот, в десятке. Вот когда она соберется в десятке, хотя бы половина там угловой минуты, мы говорим, что он пристрелен на 200 метров. То есть 3 сантиметра в козла погрешность, ничего страшного. 10 сантиметров или 15. Está agrupando ahí, lo único dice, no podemos hacer así, Ya. clic más a la izquierda y 4 clics para arriba. Ya Eso no сейчас- se puede hacer con esa torreta. Я сейчас сам все сделаю. No, yo hago lo que quiera, pero a mí lo que no me cuadra Pa. es que el rifle a 50 metros pegue. Dai no lo va a corregir en la Он vida. говорит, думает, может, что дуло само, говорит, не Да очень. что за глупости? Ты что, не видишь, что он стреляет нормально? Но он говорит, что ему не нравится, он если хочет Да, ну попробовать. слушай, ну что ему не нравится, мне с него стрелять. Хочет он стрелять с него, пусть он с него стреляет. Я хочу с этого карабина стрелять, но мне нужно, пусть он снимет эту херню, чтобы я поправки мог видеть. Нет, потому что сейчас уже не позволено, нас смотрят просто на камерах. Нельзя стрелять здесь, поедем на наши угодья, здесь недалеко. И там пристреляем. ¡Vámonos! Время на приведение оружия к бою растягивается. Поступил звонок из соседнего ранчо, что их коровы перестали давать молоко из-за ваших выстрелов. Группе придется переехать на другое место для продолжения эпопеи с оружием. Пипец. Мираж, караул.
Я обычно как делал? То есть в любом случае ты стреляешь не идеально. Хоть со станка, хоть лежа. Я всегда делаю 3 выстрела. И вот среднюю СТП считаю, среднюю точку попадания. Понял? И примерно уже от нее поправки ввожу. Один щелчок. 1,4, да. Да, и 4 я поднял. Я еще 2 щелчка, наверное. Не, Или 1. ни в коем случае. 1 максимум. 1. Ты что, она же маленькая мишень. Закончились наши упражнения с оружием. Первый раз в мою бытность не смогли мы привести к бою Блайзер R8 с прицелом Сваровски. Вроде в тире собрали уже на 200 метров хорошую кучу, начали выставляться дальше. 300 метров, вроде позиция хорошая, и со станка стреляем. Первая сюда, вторая сюда и третья вот сюда. Видишь, нет кучности. A mi opinión, 10 вправо, 10 влево, одна посередине. Все-таки мы делаем вывод, то, что погрешность какая-то есть в самом стволе. С этого карабина дальше, чем на 200 метров стрелять нельзя. На угодьях, куда едем за Серной, там еще 2 карабина есть на выбор. Ну, не знаю. Этот у нас такой будет, как запасной вариант. Едем туда, посмотрим, что там за оружие, какими прицелами, попробуем. Сегодня логично мы понимаем, почему вчера у нас было 3 промаха. Потому что просто оружие не переведено, оружие в нерабочем состоянии. Дальше там 150 метров с него стрелять нельзя было. Сегодня мы увеличили эту дистанцию до 200, но на 300 метров это такое, больше стрельба на удачу, тем более серное животное небольшое, убойное место 15 сантиметров. Рисковать нельзя и ни в коем случае нельзя делать подранков, поэтому наши приключения продолжаются. Да, карабин у нас запасной есть, постараемся сегодня еще как-нибудь эту проблему решать, но вот из-за такой ерунды, считай, целый день, который мы вчера сэкономили, сегодня мы его потратили, как бездарно. Ладно, ничего, мы не отчаиваемся. Хотим сказать одно – не торопитесь и не доверяйте словам, доверяйте глазам и рукам. Всегда тщательно проверяйте прокатное оружие, даже если вам твердят, что оно приведено к нормальному бою. Одна ошибка, и последствия могут быть необратимы. Мы здесь ездили пристреливать карабин, а потом мы начали подниматься от Пласенции, можно так сказать, Саламанка, Самора, Леон. В пригороде Леона группа забирает новый карабин. Антона в очередной раз уверяют, что карабин приведен к нормальному бою. Оружейный. Хави, который пристреливает, он охотник, и сам он оружейный, у него магазин. Слушай, давай, стрельнем на 200. У меня вот такая баллистик пюрет была. Группа подъезжает к месту назначения, расположенный в провинции Леон город Виллафранка-дель-Бьерзо, очаровательный город, окруженный лесами, горами и реками, сохранивший старинную атмосферу, архитектура, узкие улочки, старые особняки с гербами, монастыри и церкви – все это как живая связь с прошлым. Город находится на важном этапе пути святого Иакова, Камино де Сантьяго, между Понферрадой и Осибрейро. Верующие паломники часто делают остановку именно здесь. Путь святого Иакова – это один из самых известных паломнических маршрутов мира и одновременно культурное и духовное явление, которое существует уже больше 1000 лет.
Ежегодно этот путь проходят пешком и проезжают на велосипеде более 300 тысяч человек из десятка стран. Согласно христианской традиции, апостол Иаков Старший, один из ближайших учеников Христа, проповедовал на Пиренейском полуострове. После его мученической смерти его мощи, по преданию, оказались в Галисии, в городе Сантьяго де Компостела. Некоторые паломники доходят до Атлантики, в местечке Финистерре, которое считалось краем земли в древности. Там традиционно сжигают одежду или обувь как символ завершения пути. А наш путь только начался, поэтому надо как следует выспаться. Группа собирается рано утром в кафе. Восход солнца начнется через пару часов. А пока можно выпить по чашечке кофе и обсудить сегодняшний план действий. Доброе утро. Третий день охоты в Испании. 6:30 утра выезжаем на Кантабрийскую Серну. Нам предстоит очередная пристрелка оружия. Уже третий карабин за 2 дня охоты. Ну что, говорят, Бог любит троицу. Нам должно повезти в этот раз. Будем стараться. Местный инспектор показал нам место, где обычно пристреливают оружие. Антон в надежде, что с оружием будет все в порядке. В противном случае можно опять потерять полдня. Так себе позиция, конечно. Ноги на весу, локти на весу, нормально. Так, машин нету, Паш? Все, выстрел. Пиздец. Мишень одноразовая, да. На камень повесили, блин, отдача сильная. И разорвало. Девятка. Давай, видишь, кружок я тебе нарисовал мелом, белым. Посмотрим. Конечно. Хорошо видно, да. Да, give me the bullet. Есть. На 2 сантиметра ниже от центра. Так, все готовы? Una más y ya nos vamos. Даже напополам точка переломалась. Видел, мел. Поехали. Ой, блин. Я уже не верю своим глазам. Третий карабин. Вроде даже поправки не нужно вводить. На 200 метров все, пуля в пулю попали. Поправки вроде тоже понятны здесь. Один клик 15 метров. То есть, 400 метров можно стрелять. Уже что-то. Поехали. Вон стоит, я вижу. Белая. Почему она белая? Она прям как снег белая, охереть. Сюда им. Сейчас, короче, самцы от самок отдельно тусуются, да? Не успела группа отъехать от места пристрелки, как начали попадаться самки. Появление самок – всегда обнадеживающий знак. Где-то рядом должен быть и самец.
А вот кажется и он. Нужно посмотреть поближе. Да, инспектор подтвердил трофейные качества. Можно производить выстрел. Вот он чуть пониже пошел. Веди. Можно подняться наверх и остановиться. Стреляю. Упал. Вон, я вижу ветки. ¡Ay, красавчик! Да, шевелится там. Я вижу ветки шевелятся на одном месте. Я вижу это место, запомните вы? Ну вот егерь тоже смотрит. Так, ребят, ну давайте найдем сначала. Потом будем разговаривать. Ну, вроде с попадания. Было попадание? Все, он упал. Fall down. Ну, короче, смотри, Антон. Одному нужно остаться здесь, чтобы он наводил. Да, не, мы идем однозначно туда. Tienda para allá, bueno, yo qué sé. Один выстрел по месту, расстояние около 300 метров, небольшой угол, хороший самец. Сейчас подойдем, посмотрим, должно быть все нормально. Очень хороший самец, большой самец, старый самец и очень красивый. Muy igualado, muy equilibrado. Одни те же того одного размера, все одинаковые рожки, хороший крючок, так что будем подниматься. Ну, пока мы его не найдем, мы знаем, где он лежит конкретно, и он никуда оттуда не ушел. Но пока не найдем, не запраздновать. Ну он такой херак упал со скалы. Да, он И пробежал, дергался в одном потом- месте, Да, дергалась в одном. Не было такого, знаешь, туда, там подергался. Все время вниз, в левую сторону. И куда он первый раз зашел, он оттуда же и вышел, как выбежал, все время смотрел вниз. Чем там увидел? Она вот там сюда наверху. запрыгивала. От этого камня по прямой туда, и она Да, на ко мне метров упала. 150 туда ушла. И она говорит, Уже «Признак». хочется пойти, Всё нормально. посмотреть на нашу кантабрийскую серну. Антону сильно повезло. Выстрел удалось произвести с дороги, без расхода сил для выхода на позицию. Но, как правило, после выстрела охотник спускается к добыче. А тут подъем. Да еще в воздухе висят сомнения. Серны — очень живучие создания, так что она могла еще и уйти. Все, что нам надо, у нас в рюкзаке, Паш. Каждые животные передвигаются. Снизу все казалось намного легче. Мешают, конечно, эти кусты, зараза. Ну что, первые 50 метров мы прошли. Осталось 300. Тяжелый подъем, уклон большой. Такая очень плотная растительность. Расстояние небольшое, а идти, конечно, очень тяжело. Но ничего, справимся. Говорит, хотите незабываемых ощущений, идите за мной. Вот мы думаем, то ли жизнью рисковать, то ли нет. Очень скользко. После дождей
Камни скользкие, скалы скользкие. Практически на коленях поднимаешься. Значит, он пошел влево, да, метров 100. 50. И упал там, где вы. Вот он наш воздух. Опа. Вот она, наша серна. Красивый трофей. Фу, нашли. Коллеги. Спасибо. Спасибо, Паша. Спасибо, дорогой. Спасибо. Thank you, my friend. My friend, thank you so much. Живые, слава богу. Вот, наконец-то мы нашли наш долгожданный трофей кантабрийской серны. Это первая моя серна в Испании. Очень красивое животное, грациозное, сильное. Небольшой самец, молодой, около 5 лет ему. Очень красивый окрас. Интересный такой цвет. Видели пару самок, прям белого цвета они были. Интересно, красивое животное. Надо сказать, что охота получилась у нас очень легкой. Буквально мы потратили 3 часа на нее. Нам повезло увидеть с дороги группу из 3 серн. Один из них был вот этот самец. Слава богу, сегодня у нас все-таки пристреленное оружие с кучным боем, поэтому выстрел производили прямо с дороги на дистанцию около 300 метров. Выстрел пришелся по месту, буквально пробежала она еще 50 метров и свалилась вниз по склону. Подъем занял около часа у нас, буквально тут 200 метров высоты, но очень крутые скалы, очень плотная растительность. Ну, можно сказать, что у нас получилась очень легкая охота. Редко такое бывает, конечно, в горах. Нам повезло, не то что с нашим козерогом Гредес, который заставил нас побегать по горам, да, сделать 3 выстрела мимо, потом наконец-то с попаданием. Поэтому, что сказать, прекрасные впечатления, отличная охота, супер погода, потрясающие места. Все очень удачно для нас сложилось сегодня. Сейчас будем обрабатывать трофей, спускаться вниз и передвигаться. У нас еще один козерог в Испании, Бисейта, до которого нам еще полдня дороги, поэтому не будем задерживаться, будем двигаться дальше. Получается, длина одного 16 сантиметров. Сейчас посмотрим базу. Думаю, 7,5 точно будет. 7. 7,5. 7,3. 7,3. No fallé nada, ¿eh? $10,6 por 1. 10,6. 7,3 por 4. Total puntos 24. Наш инспектор по защите окружающей среды тщательно замерил параметры добычи, все подсчитал, присвоил баллы и занес все в протокол, который подписывает охотник и сам инспектор. А также заполняются документы на перевозку трофея по стране, высылаются фотографии с координатами места добычи, временем и так далее. Все очень серьезно. То есть это оформляется до выезда, да? До выезда, потому что мы не можем выехать, потому что это натуральный парк. Должна стоять пломба. Очередная цель достигнута, кантабрийская серна пополнила коллекцию трофеев. Впереди долгий путь через всю Испанию, из зеленых предгорий Леона на восток, где сияет палящее солнце Арагона. Именно там, среди скал, отточенных ветром и временем, обитает легендарный козерог Бисейте, чьи массивные рога могут весить больше, чем у любого другого подвида на континенте. Доброе утро.
Значит, 4-й день охоты у нас в Испании. Сегодня козерог Бисейте, 6 утра, по машинам. Усталость от вчерашнего переезда через весь Пиренейский полуостров еще дает о себе знать, но впереди у Антона главная цель. Прямо сейчас группа направляется в охотничьи угодья Бисейте. Это совсем рядом, где их ждет самый ценный и сложный трофей Испании. Заехали в лес. Ребята хотят проверить в первую очередь какой-то каньон, очень перспективное место. Но так как здесь много леса, видимость очень плохая, поэтому мы хотим сейчас где-то выбрать позицию, немножко пройтись, посмотреть справа-слева. Если здесь быстро не удастся обнаружить нам зверя, то тогда мы будем переезжать в другое место. Не мог бы ты остановиться? Проедь еще 2 метра. Стоп. Стоп. Есть. Он Справа от нравится. дерева. Прямо. Большое дерево и справа. Косуля. Подъехали к каньону и увидели 2 косуль. Сначала не смогли определить, когда подъехали ближе, поняли, что косуля. Сейчас переезжаем на другое место. Кажется, я что-то видел. Попробуй посмотреть на ту гору. Показалось. Давай попробуем здесь. Нашли мы группу козерогов. Сейчас пытаемся подойти немножко ближе, поставим трубу, посмотрим, что за особи, самки, самцы. Посмотрим, подходят ли нам. Сейчас будем определять. Вы с ним сейчас зайдете туда, чтобы оценили, если там есть самцы. Да. Я останусь наблюдать сверху. И если не будут подниматься сюда, я их вижу, я сообщу. Ага, хорошо. Она с малышом. Косуля, самка. Короче, никого нельзя слушать в горах. Сказали, говорит, пойдем сейчас посмотрим самец-самка. Уже, 3 километра гуляем без палок, без рюкзаков, Ну ладно, сами виноваты. Теперь будем терпеть все тяготы и лишения охотничьей жизни. Я без палок, я буду долго идти. Нам надо идти этим путем. Мы возьмем машину и подъедем на ней сзади, чтобы попробовать найти их. Отсюда невозможно будет их увидеть. А сзади мы все отлично увидим. И подкрадемся к этому месту очень легко. Сад какой-то ухоженный. По огородам лазим по-испански. Что мы будем делать? Они за холмом и идут медленно. И не спеша кушают. Мы пойдем сверху и попытаемся их увидеть.
Ты хочешь подняться наверх? Да. Но мы не знаем, самка или самец. О, нет, там самец. Я видел в бинокль. Ты видел самцов? Да. Смотри, он вон там. Но один самец ушел туда. Надурили нас наши козероги Бесейта. Ну что, зато прогрели копыта, прошлись. Километров, наверное, 5 точно. Шли мы за группой. Они отдалялись от нас. В итоге они ушли за гору, после которой идет густой лес, высокие кустарники. То есть определить очень сложно. Ходили вокруг. Так и не нашли мы эту группу. Сейчас будем переезжать в другое место, попробуем другой ракурс посмотреть с дороги этот же лес, только с другой стороны. Тяжелая такая местность, вроде и открытые есть места, но все равно большую часть лес, такие холмы, даже не знаю, даже горами сложно назвать, такой холмистый лес. Поэтому первый подход, первая попытка у нас не удалась. Но ничего, сейчас попробуем еще раз найти эту же группу. Он говорит, что хочет посмотреть таких же самцов, но с другой стороны. Por aquí, Pablo, no se ve nada con el bosque y hacemos mucho ruido. Es que lo único que podemos hacer es espantarlo. Он говорит, что ничего не видно в этом лесу. Он говорит, только можем их спугнуть. Он говорит, с той стороны видно все полностью, чтобы понять, где они. Вот смотри, короче, на скале, почти наверху, где камни закатывают. Да, вот я... И вот они под этими деревьями сразу 3 стоят. Одна так прямо, одна слева, другая справа. Вот одна поднимается направо, их 4 даже. Раз, их 4. Раз, два, три, 4 я вижу. 5. Охотники в очередной раз замечают самок и решают проверить местность как следует. Самцы могут быть где-то поблизости. Вот это пик, видишь? Прямо над пиком. Справа, слева, да, справа. Группа идет штук 10. Вон поверху прям. К сожалению, в большой группе на той стороне ущелья были только самки и совсем маленькие самцы. Придется поискать еще. Самуэль говорит, что видел, как еще одна группа ушла правее ущелья. Идем смотреть. В кадре перед вами деревья без листвы. Все они мертвые. Мы находимся в самом сердце Арагона, регионе, известном своими бескрайними пустынями и палящим солнцем. В прошлом году эти места были охвачены огнем. Наш организатор впервые наблюдает здесь зеленую траву. Природа меняется, а вместе с ней и животный мир может вести себя не как обычно. Так, ну что, находились мы сегодня, насмотрелись красивую природу, много животных, много самок, много детворы. К сожалению, нашего самца трофейного увидеть так и не удалось. Уже очень высоко солнце, звери уже ложатся, уже становится жарко. Наверное, нужно будет опять испытывать наше счастье и нашу удачу после обеда. Ну, на обратном пути договорились еще посмотреть пару локаций. Еще одно ущелье, одну долину. Посмотрим, может быть, нам повезет обнаружить животное на лёжке, но шансов мало, поэтому, скорее всего, охоту продолжим уже после обеда. Поэтому еще назад возвращаться, поэтому двигаемся назад пока. Едем дальше.
не испугать их, мы поедем пока в другую сторону, посмотрим, где есть еще самцы. С этой стороны, где мы еще не видели, мы не ездили. Посмотрим там. Давай пробуем, ничего делать. Не, ну конечно, пробовать надо всегда. Группа преодолела значительное расстояние за первую половину дня. Солнце поднялось высоко, и животные скрылись в своих дневных убежищах. Пора бы и охотникам сделать привал. Так, хлеб уже есть. Чтобы нам столик организовать, а, Паша? Пашка. Осталась одна колбаса, да? Станется губа не дура. Это что, колбаса? Только надрезан. Понюхай. Я это еще его не открывал. Ну, выкинем его, если что, здесь. А он самый вкусный сыр делал, серьезно. Ну, это на любителя, конечно. Самый вкусный на любителя. Где, говорит, тебе такого любителя найду? Продолжаем мы нашу охоту на козерога бисейте. Проходит она в основном на машине. Смотрим разные места. Потом идем пешком. Смотрим каньоны, смотрим долины. Только что проезжали один каньон, насчитали около 30 самок и ни одного самца. Сейчас такой сезон, когда самки и самцы ходят отдельно стадами. Говорят, что насчитывались до 60 голов. Но пока самцов нам не удается найти. Видимо, они все-таки держатся обособленно в каких-то более недоступных местах, более таких. Поэтому у нас еще 3 часа есть сегодня, чтобы продолжать охоту. Мы не теряем надежды. Еще у нас есть несколько локаций, которые мы должны сегодня проверить. Поэтому пока ничего не меняем, пока продолжаем так. Подходим пешком, смотрим. Если ничего нет, переезжаем на другое место, с другого угла, с другого ракурса смотрим. Охота продолжается. Кабаны. Поначалу, как я объяснял, посмотрим эту долину, потому что там есть пару самцов, один маленький, один большой. Просмотрим ее всю. Если его нет, то поедем на то место сегодня, где были утром, пока другие 2 егеря смотрят самцов на других угодьях. А мы едем проверять еще раз, где мы сегодня были. Где утром были. Да. С первого взгляда может показаться, что мы постоянно передвигаемся на автомобиле. Да, это так. Но по собственному опыту мы можем утверждать, это гораздо утомительнее, чем идти к цели высоко в горы. И вот очередная вылазка. Мы разбились на 2 группы, так можно осмотреть гораздо больше площади. Почти от верхушки дерева влево, вот там на скалках. Я вижу группу, но не вижу, самцы или самки. Самуэль опять что-то заметил и подозвал нас по рации. Кажется, это наш последний шанс, ведь с минуты на минуту совсем стемнеет. Практически весь световой день, с 6 утра до 10 вечера мы на ногах. Много ходили, много ездили, много видели зверя сегодня. Ну, в основном только самок. И только под самый поздний вечер удалось нам найти одного самца.
такого среднего качества трофея, да, побежали быстрее, попытались его там перехватить. Уже вот в 10 часов пытались сделать подход, но уже стемнело. Шансов сегодня, конечно, добыть зверя у нас нет. Поэтому нужно констатировать, что сегодня день у нас закончился поохотничьи неудачно. Но, тем не менее, с чувством исполненного долга мы сегодня по-настоящему потрудились. Мы возвращаемся домой. И, скорее всего, ну я так думаю, так как у нас заложено под эту охоту только полдня завтрашнего, скорее всего, охоту на этого козерога мы перенесем на следующий год. Потому что сегодня мы понимаем, что, наверное, завтра добыть шансов мало, но мы будем стараться. Ну ничего, зато мы сегодня познакомились с местными особенностями. В том числе оказалось, что в этой области Арагон охотник, когда охотится с чужим ружьем, ну, с арендованным, не может сам носить оружие в лесу. Поэтому весь день я сегодня хожу налегке. Такая бестолковая, это, как я считаю, традиция у них, да, закон бестолковый. Но и оружие тебе выдают перед выстрелом, там, за несколько секунд до того, как ты выполнишь выстрел. Поэтому сегодня ребята отчасти трудились за нас. Это так, отступление. Поэтому мы едем отдыхать, а завтра опять в 6 утра подъем и постараемся до обеда делать то же самое, да, но получить другой эффект. Все. Всем спокойной ночи. Доброе утро. Наступил крайний день охоты в Испании. 5 утра. Приняли решение переехать сегодня в другие угодья. Путь далекий, там около часа он займет, поэтому встали немножко пораньше сегодня. И вот у нас сегодня последний день для того, чтобы добыть нашего козерога. Мы трогаемся. Для переезда на другие угодья необходимо получить разрешение от владельца этих территорий и проверить наличие соответствующих лицензий. В противном случае нам бы отказали, но нам крупно повезло. Теперь будем надеяться, что там другая ситуация с самцами. Нашли мы трофейного самца. Максимально сколько смогли на машинах подъехали. Сейчас будем стараться подходить. Не дают носить карабин. Да, это он. Теперь нужно найти подходящую позицию для выстрела.
Don't do this. Вот выше куста 2 метра. Да, я вижу. Два. Все, я вижу. Снимай, держу. Хорошо. I'm shooting. Вниз пошел. Вижу. Мы его нашли. Слава Богу. Спасибо. Видишь, вот эта болезнь, которая одолевает козерогов, до 80% поколения по популяции вымерло. Ну что, наступил наконец-то этот самый грустный для любого охотника момент, когда делаешь выстрел, когда заканчивается охота, когда нужно уезжать. Сидим возле прекрасного трофея, козерог Бисейте добыт. Это второй козерог в Испании. Честно говоря, уже вчера надежду начали терять, потому что зверей видели много, но ни одного самца, тем более трофейного. А время было уже ограничено. Сегодня после обеда уже охота заканчивается, мы должны выезжать уже в путь-дорогу, поэтому в 2 раза ценнее сегодняшний трофей для нас. И вот ребята местные рассказывают, что вот эта зараза, которая поразила всю популяцию козерога Бисейте на территории Испании, истребила уже практически 80% всей популяции. Поэтому с каждым годом трофейный экземпляр все сложнее и сложнее найти в этом регионе. И тем еще он для нас важен и запомнится надолго. Хочется рассказать вообще про охоту в Испании, которую для нас организовали наши друзья. Можно сказать, несложная. Зверя много, к зверю относятся очень ответственно. Ответственно относятся к организации охоты, к подготовке, к оружию, к оформлению документов. То есть все четко, все по закону, все по правилам. Даже правило, которое запрещает в этом регионе охотнику носить свой карабин, и это было нами выполнено. То есть карабин берешь только перед самим выстрелом. Повторюсь, охота была очень интересная. Каждый регион отличается природой, погодой. Совершенно разные животные, совершенно разные горы. Везде по-своему хорошо. Мы добыли 3 животных. Козерога Грейдас, козерога Бисейте и кантабрийскую серну. Потратили на это всего неполных 5 дней. Я считаю, что нам очень повезло. Мы очень рады, что именно так все сложилось, что мы добыли 3 животных, но у нас еще остается еще 3 в Испании, поэтому на следующий год мы вернемся еще за 2 козерогами, еще за 1 серной. А сейчас мы возвращаемся домой для того, чтобы планировать следующую охоту.